Всем добрый день, я Наташа Комиссарова, и добро пожаловать на мой канал и на очередной обзор пряжи. Я тут разбирала детские вещи, откладывала что-то на зиму, что-то, что еще можно использовать, и нашла свитер, который был сделан из дроп-слима, и решила, почему бы не сделать обзор на эту пряжу, тем более сейчас очень хорошая скидка на нее, по-моему, идет до половины октября, хотя не ручаюсь, она обычно начиналась как раз в половине октября. Так что, если кому-то пригодится, кто-то решится или не решится купить такую пряжу, как раз, я думаю, этот обзор будет как нельзя кстати. А вещи можно будет мне уже тоже отложить и забыть про них. Итак, дроп-слима. Она у меня представлена в скольких? В 4 цветах. Вот такой вот цвет. Это у меня цвет 5310. По-моему, это серо-коричневый, но не уверена. Цвет синий 4305. И цвет какой-то, наверное, он какой-то такой стальной. Как-то он называется, то ли серо-голубой, что такое. В общем, это цвет 8112. И вот такой серый, тоже с голубым каким-то оттенком, цвет 8465. Итак, что у нас с пряжей? Давайте сначала посмотрим на параметры. Итак, у нас здесь 50 метров моточек, 65% шерсть, 35% альпака, 50 грамм на 100 метров. И рекомендуемые спицы 4. Ну, я бы вязала, конечно, на 3,5, но смотря как вы вяжете. То есть это все очень индивидуально. Вот так у нас выглядит моточек. Что у нас тут еще есть? Какая информация? Группа пряжи B. У Drops делится пряжа по группам. В принципе, по-моему, это не только у Drops такое деление. На А, Б, С и D, по-моему, где А самая тонкая, а D самая толстая. Не помню, есть ли Э. Возможно, есть. Итак, что у нас по цветовой палитре у этой пряжи? Пряжа представлена в 32 цветах, и точно так же, как многие оттенки шерсти, многие артикулы и линейки пряжи шерстяной Drops, они имеют опцию Unicolor, вот здесь вот, или микс. Здесь у меня все Unicolor. Не знаю, почему не покупала микс. Думаю, что очень зря. Потому что, честно говоря, вот эти цвета, которые лежат передо мной, мне совсем не нравятся. И я была бы склонна даже дать минус за цветовую палитру, хотя я понимаю, что это неправильно, и цвета есть достойные. Ну, просто мне вот так вот не повезло, или я просто так неправильно выбрала. Миксовые цвета очень красивые, и, в принципе, Unicolor тоже красивый, но мне кажется, что эта пряжа очень хорошо подходит для вязания жаккардов. Это соответствующая толщина и соответствующие цвета, и поэтому она подходит очень хорошо для комбинирования так, между собой. То есть просто, ну, если, конечно, взять микс, он хорошо будет смотреться в однотонном изделии, но вот такие вот цвета, мне кажется, они все-таки будут смотреться лучше в сочетании с друг с другом, по крайней мере. Я вот пыталась, например, что-то вязать вот из этого мотка, и когда, наверное, шапку пыталась вязать. Когда связала, я поняла, что это некрасиво выглядит. Точно так же я пыталась из этого вязать. О, кстати, еще какой-то у меня цвет, без понятия вообще, какой это цвет. Тоже какой-то, наверное, светло-серый. Но, видите, не очень он как-то выразительный, скажем так. Я его использовала частично для вязания свитера. Вот, то есть они одни, но не очень. Даже из этого я пыталась вязать шапку, и тоже как-то она, довольно тускло смотрится. Хотя в хорошем изделии, в правильном подборе цвета и рисунка, я думаю, что она тоже хорошо бы смотрелась. Итак, за цветовую палитру я все-таки дам плюс. Как я уже сказала, там 32 цвета, и есть из чего выбирать. Что у нас про узелки? Вы знаете, пряжа Drops, она, конечно, вся грешит тем, что у нее много узелков и чуть ли не в каждом мотке, но вот именно с Лимой я что-то не помню, что были какие-то сильно большие проблемы именно в плане узелков.
Я бы дала все-таки здесь плюс, вот, потому что, ну, часто они не встречаются. Все-таки эта пряжа, может, мне, конечно, не встречалась, все-таки эта пряжа более-менее безузелковая, скажем так. Хотя, конечно, это не означает, что они не будут встречаться, но не так часто, как в других каких-то, например, в хлопке. Что у нас по равномерности нити? Тут тоже все хорошо. Ниточка ровная, нету утолщений, нету, как вы видите, вот у меня здесь полный моток практически не размотанный, нету каких-то там более тонких, более толстых участков или, например, плохой скрутки какой-то, что там все такой пушок, ну, такой комок как бы образуется, да. Я не помню, чтобы мне такое попалось, и, в принципе, тут тоже я бы дала плюс. Насчет цветов в разных партиях, конечно же, у Drops практически все артикулы имеют этот недостаток, и здесь тоже как нельзя, кстати, этот, как это сказать, ну, это тоже правда относительно этой пряжи, потому что я вам расскажу, я, например, вязала вот этот вот свитер, и мне кажется, что я когда-то заказывала несколько мотков вот этой вот пряжи. Вот она у меня, по-моему, так и осталась, вот эта пряжа. И я тогда, наверное, я знала, что у меня несколько партий этого цвета, но я, наверное, как-то то ли не обратила внимания, то ли что. И ввиду того, что я вязала, ну, большинство своих вещей я вяжу вечером, особенно это было зимнее изделие, то есть было темно большую часть дня, и я ее вязала при искусственном свете, и однажды я просто, наверное, дошла до середины уже, и летела, вывязала, и посмотрела на свету, при дневном свете, и очень отчетливо выделялась полоска одного мотка и переход на другой. То есть это настолько было хорошо видно, что мне пришлось это распустить, дойти до резинки. Резинка у меня другим цветом здесь извязана. И от резинки я пошла уже вот новый моток той партии, в которой мне было достаточно мотков, чтобы закончить изделие. И здесь тоже вот резинки я вязала другим цветом. На резинке, конечно, это не видно, так, потому что это как бы узор, это не бросается в глаза. Но очень сильно отличаются цвета, как, в принципе, и у всех артикулов Drops. То есть, если вам надо связать большое изделие, то лучше, конечно же, брать сразу же одну партию, чтобы на все хватило. Так, что у нас дальше? Узор. По узору, давайте тогда это мы отложим. Мы уже здесь более-менее разобрались с этим. Давайте посмотрим на изделие. У меня здесь, конечно, узора нету. У меня здесь резинка. То есть мы посмотрим на узор и на резинку. Но узор прекрасно тоже будет ложиться, он будет хорошо выглядеть. Ну, даже посмотреть здесь, например, на такие убавки. Хорошо смотрится, хорошо держится и хорошо это выглядит. Так что здесь тоже дам плюс. Резинка точно так же, если вы видите. Она, в принципе, более-менее функциональная. Тут эта вещь стиралась несколько раз. Вот, резинка более-менее держится. Но я резинки всегда вяжу на размер так хорошо меньше. Если я это изделие вязала на 3,5, то резинку я вязала, наверное, на 2,5, если вообще не на 2. Скорее всего, на 2,5. Вот, и здесь вот резинка. То есть она нормально более-менее держится. То есть здесь плюс и по этому, и по узору. Что у нас по косине? Косину пряжа не дает. Все очень ровненько ложится. Как вы видите здесь, ну, если, конечно, правильно все повернуть, все у нас хорошо. Здесь никакого... Лицевая гладь практически идеальная. Вот, посмотрите. Очень, очень хорошо это выглядит. Очень красивые петельки. И вообще эта пряжа очень хорошо ложится, как, в принципе, и флора. Есть еще какая-то, по-моему, потолще пряжа тоже из этого, наверное, Непал, которая толще лимы. Но это вот 3 пряжи, которые, в принципе, одинаковые, только разница между собой толщиной. Лима как раз посерединке. Очень хорошо выглядит. Вот это вот у меня флора в 2 нити. То есть флора в 2 нити дает нам 1 нить лимы. Абсолютно та же самая плотность получается. А вот это у меня вот этот вот кусочек, который некуда было девать. После ВТО петли, конечно же, выравниваются, и очень все тоже хорошо выглядит, так что, как вы видите, тут у меня чуть-чуть помято, потому что изделие давно лежит долго, но вот это вот все очень хорошо выглядит, оно такое
пластичное, так, то есть не такое текучее, как сама была бы альпака, но такое хорошее, приятное изделие. Так, что у нас по ВТО? Вы знаете, я это изделие вязала года 3 назад. Но нам уже маленькое, я вот, как сказала, собиралась его уже отложить. И я не помню точно, стирала ли я его в машинке, но я уверена практически на 90%, что я бы это не стирала вручную. Может, конечно, первый раз я бы это постирала вручную, но, в принципе, консервация изделия у меня обычно происходит через стирку в машинке. Конечно же, на режиме шерсть, и ничего, в принципе, не стало. Если говорить про как это сказать, ну, такую же пряжу тоньше, про Флору. Флору я точно 100% стирала в машинке. На режиме шерсть, на щадящем режиме, там, по-моему, 30 градусов, что-то такое, не помню точно сколько оборотов, и ничего с ней не стало. И я практически уверена, что я тоже это стирала. То есть я дам, в принципе, плюс за машинную стирку, хотя нам производители не рекомендуют этого делать, но вы должны понимать, что разные машинки стирают по-разному. Плюс на машинках есть, можно установить температуру, можно установить количество оборотов, когда вы проводите сушку. То есть если вы просто поставите, например, больше оборотов, чем надо, то, конечно же, пряжа сваляется. Так, то есть надо быть очень-очень осторожным. Думаю, что у нас на деликатном режиме для шерсти ничего с ней не должно особо случиться. Я еще связала из этого же цвета, синего, я связала шапку для мужа, и она у меня успешно свалялась. Успешно свалялась, потому что она была большеватая. Я ее постирала один раз в машинке. Ничего с ней не случилось, она меньше не стала, и я ее решила свалять. И ну, хорошо она свалялась так, валеночком таким стал. Поэтому, конечно же, я вам ее не показываю. Она уже ехала к родителям на дачу для использования на рыбалке. Так, параметры. Сохраняются ли у нас параметры? Да, сохраняются параметры и в длину, и в ширину, но вы должны помнить, что параметры изменяются в зависимости от того, как вы вяжете, в смысле, как плотно вы вяжете. То есть, если вы вяжете очень так как бы расхлябано, так, если полотно связано на больших размерах спиц или на большего размера спиц, чем это следовало бы, исходя из вашей плотности полотна, то, конечно же, полотно будет, скорее всего, растягиваться. То есть очень важно правильно подобрать плотность, но у меня в данном случае ничего не изменилось, как и в этом изделии, как я сказала, в шапке, как и во Флоре тоже у меня ничего не менялось. То есть эта пряжа стабильная довольно, в чем, конечно, большой плюс. После ВТО и после многократной стирки, я бы тоже сказала, цвет не меняется. Вот у меня моток оригинального, ну, скажем, оригинального цвета, потому что, конечно же, может изменяться в зависимости от партии, но, в принципе, то же самое, так, то есть нету здесь какого-то посветления или потемнения, или что-то с цветом, ничего не случилось, все осталось то же самое. И цвет равномерный, так, то есть он везде одинаковый, нигде там ничего пятен нет. Так, и последнее. Последнее, что я вам расскажу, про практичность. Где эту пряжу использовать и как вообще ее использовать. И первым делом, конечно же, это катышки. Первое, о чем надо сказать. Катышки, как вы видите, не вижу, что там видно на экране. Вот у нас, конечно же, катышка. Вот у нас тоже катышка. Я скажу так, я этот свитер почистила, потому что я его чистила прошлой зимой и уже отложила его. Но пряжа неимоверно закатывается. Может, потому что у меня плотность такая более, ну, не очень плотное полотно. Так, я вязала на 3,5. И при такой вязке полотно более склонно к закатыванию. Если бы я связала это на меньшем размере спиц, оно бы так не закатывалось. Но закатывалось оно ужасно. То есть вот здесь вот по стыкам, там, где трутся рукава от тела, оно закатывается очень. И катышки такие, знаете, неприятные. Они большие. Они, конечно, хорошо убираются, ничего, проблемы здесь нету, и полотно нормально даже выглядит после этого. Но катышки есть. Если это кому-то мешает,
то, ну, надо подумать или просто смириться с этим. Но, опять же, они хорошо убираются, и полотно после этого прекрасно выглядит, как новенькое, можно сказать. Колкость и мягкость. Скажу так, пряжа, ввиду того, что здесь есть альпака, и ввиду того, что это шерсть овечья, она колется. То есть, как вы видите здесь есть волоски, довольно большие волоски, которые колят, которые могут раздражать. И поэтому я, например, в этом свитере, вот здесь вот горловину, где она соприкасается с как бы деликатной частью тела, с шеей я провязала, это у меня Drops Cotton Merino, так, чтобы она здесь не кусалась. И очень советую так сделать, потому что, ну, для чувствительных людей это может быть проблемой. И именно из-за этого я бы не рекомендовала вязать из этого шапки, особенно детям. Хотя я знаю, многие вяжут, многим это не доставляет какой-то проблемы, но мне кажется, что для шапок эта пряжа все-таки колючая. Хотя, конечно, опять же, это зависит от вашей степени чувствительности. Но для детей я бы все-таки не советовала этого делать. Или хотя бы, если вы делаете, то вот так вот делать вот здесь вот. Иногда можно, конечно, сделать и здесь, но здесь обычно какая-то майка или рубашка, она там не соприкасается. Вот, поэтому здесь надо это иметь в виду. Или в шапке делать какой-то внутренний слой, опять же, из мериноса или или из кашемира, или из хлопка, что-то, из чего-то там. И со временем цвет, как я вам сказала, не меняется. Так, вот у нас моток. Это я уже вам сказала. Там было после ВТО, но и со временем тоже ничего не случается. Итак, что мы можем делать? Мы можем из этого делать свитера, разноцветные, жаккардовые, какие угодно. Пледы. Наверное, пледы тоже было бы неплохо, только, опять же, могут быть немножко колючеватые все-таки. Можно делать варежки, можно делать шапки, но варежки, помните, будут тоже жутко закатываться. У меня были варежки из Флоры, и они жутко просто закатывались. Мне надо было после каждой второй носки их просто чистить. Шапки тоже в зависимости от вашей чувствительности. В принципе, из нее все можно делать, только, опять же, принимая во внимание то, что она колется. Так? А это уже зависит от вас, так, что вы придумаете из этого делать, потому что пряжа, в принципе, универсальная. Делать можно все. Не знаю насчет носков. Я вот сейчас попытаюсь сделать носки из этой пряжи, посмотрю, как это будет, насколько это будет носибельно, потому что она без полиамиды, конечно, и сколько эти носки продержатся, но у меня есть вот эти вот мотки, и мне что-то с ними надо делать, а, конечно же, шапки из нее я не сделаю. Поэтому посмотрим, что получится и на как долго это получится. Вот. Но, думаю, вполне возможно тоже и носки тоже делать. Итак, что у нас тут получается? 3,25. 3,25 у нас получается, в принципе, неплохо. 3,25 на 4. То есть пряжа достойная, только, опять же, конечно, надо подумать, прежде чем выбрать ее для определенного проекта. Для определенного проекта, хорошо подобранного, эта пряжа очень даже хорошая и очень даже достойная. Итак, спасибо за внимание. Надеюсь, вам помогло это сделать выбор или не сделать выбор в пользу этой пряжи. И увидимся с вами в новых видео. Спасибо большое за внимание и до новых встреч.